Друзья, привет! Сегодня снова хочу вам рассказать интересные новости. Сегодня вторник. Вторник – это день, когда здесь проходит базар на рыбном рынке. Я вот как раз возвращаюсь с рыбного рынка. Вот все какие милые улыбаются. И хочу рассказать вам, друзья, немного свежих новостей из мира культуры и спорта, как всегда, за ближайшие несколько минут. Надеюсь, вам будет интересно. Так, начну я с того, что подожду, пока уедет мотоцикл сейчас. Первая новость у меня про суперчемпиона Геннадия Головкина. Дело в том, что Всемирная ассоциация бокса признала его суперчемпионом в среднем весе. И Геннадий Головкин получил этот статус в обновленном рейтинге организации за апрель. В прошедшем месяце казахстанец в объединительном бою за титулы WBA Super и IBF нокаутировал японца Риоту Мурату. И их бой прошел 9 апреля в Сайтаме, Япония. Я, кстати, друзья, смотрел этот бой. И, если помните, смотрел его вместе с вами. Болел за Геннадия Геннадьевича. И удивительно, кстати, что бой тогда проходил в один день с концертом Димаша. В общем, такой был невероятно насыщенный и интересный день. Кстати, надо отметить, что еще один казахстанец, Жанибек Алимханулы, тоже находится в рейтинге лучших боксеров по версии Всемирной ассоциации бокса. Он находится на 7-й позиции. И сейчас мы все в предвкушении ждем еще один бой Геннадия Геннадьевича. Он должен сразиться с Канело, с очень сильным боксером. Я даже думаю, что бой Головкина и Канело — это один из ключевых боев, наверное, последних 5 лет. Все этот бой очень ждут. И в нем, наверное, решится как раз, кто же на настоящий момент самый крутой боксер в среднем весе. Ну а то, что Геннадий Геннадьевич — это непобедимый суперчемпион, мы, конечно, об этом все знали. И также надо сказать, что он по достоинству занимает свое место. Он очень много работал для того, чтобы добиться такого результата. А как мы знаем, терпение и труд все перетрут. Так что, если есть те, кто сейчас смотрит наше видео и думает, что вот я тоже хочу стать как Геннадий Геннадьевич, тоже хочу стать великим боксером, начинайте тренироваться. Это большой, долгий и очень сложный путь. Но и, как мы видим по истории Геннадия Геннадьевича, нет ничего невозможного, друзья. Поэтому иногда и даже говорят, что иногда не так важен талант, как важно желание. И если есть желание, то значит можно чего-то добиться. Например, вот стать суперчемпионом всего мира. Помните, друзья, я вам рассказывал про Сагына, который участвовал в «Голосе дети» и занял там 3-е место. И я вам говорил, друзья, обязательно подпишитесь на его инстаграм, потому что таким образом вы можете поддержать его. Ну и также в инстаграме, если вы уже подписаны, если не подписаны, я еще раз скажу, друзья, обязательно подпишитесь. В его инстаграме он опубликовал видео его прибытие домой, на родину. Он приехал в родной Шымкент, где его ожидала очень теплая встреча. Его встречали родственники, друзья и одноклассники. И сам Сагын, он поблагодарил всех казахстанцев за поддержку в финале и сказал, что благодаря этой поддержке он смог достойно представить свою страну в масштабном проекте. И действительно, ведь ему удалось выйти в суперфинал и с более чем 1000 участников со всех самых разных уголков стран СНГ. Аланя Спорт тренирует. Жалко, через забор не могу вам показать. Так вот, друзья, вообще скажу, что Сагын настоящий красавчик. Чувствуется, что у него очень мощная воля, очень мощный дух. В принципе, неудивительно. Поэтому я уверен, что некоторые могут расценить 3-е место как поражение. Но я думаю, что Сагын сделает правильно все выводы. И я уверен, что этого невероятно талантливого и целеустремленного молодого вокалиста ждет огромное будущее и очень большие перспективы. Тем более, что ему есть на кого равняться. У него очень много достойных примеров, которые также выходят на мировую арену, занимают сначала, возможно, не самые высокие места, например, 2-е место, ну а затем покоряют всю планету. Поэтому пожелаем удачи юному Сагыну, пускай у него все получится. Ну и в завершение, друзья, такой сегодня небольшой новостной сводки. Хочу рассказать вам про
невероятное видео, которое распространяется сейчас в Инстаграм, и мне кажется, оно и в Ютубе уже тоже появилось. Это видео, на котором японские дирс танцуют под песню Димаша Кудайбергена. Я покажу вам сейчас несколько фрагментов, целиком не буду показывать этот танец. Я оставлю ссылку, где вы можете посмотреть это видео целиком. Друзья, это очень красиво. И мы уже знаем много случаев, когда музыка Димаша используется для танцев или для выступлений в художественной гимнастике, в фигурном катании. Ну а вот это вот видео японских дирс, оно, я уверен, заслуживает отдельного внимания, поэтому обязательно посмотрите его, ну и оцените лайками и комментариями. И также можете оценить лайком и комментарием выпуск наших новостей. А я с вами увижусь уже завтра. Всем пока, до свидания.